Выжигаю пенопласт, вырезаю кирпичную кладку, асфальтирую и заливаю воду. Всем привет! Наконец-то ЖД-диорама. За основу сюжета я взял снимок из сети, который можно найти по ключевым словам «Поезд», «Карпаты». Больше информации мне не удалось найти. Если вы узнали это место, буду крайне благодарен, если напишите в комментариях, где это. В этом проекте я решил сделать акцент на озеленении макета. Для этой цели я собрал целый набор присыпок, флока, кустов, деревьев и приобрел промышленный флокатор. Что это и как с этим работать, подробно расскажу в этом видео. Приятного просмотра! Основу диорамы буду формировать из пенополистирола. Вырезаю необходимое количество блинов диаметром 330 мм на лазерном станке. При помощи модели пазика и ЖД-полотна подгоняю сюжет по масштабу и нарезаю слои, формируя примерный рельеф местности. Для последующей работы над макетом изготавливаю базовые элементы деталировки. Бетонные плиты вдоль автомобильной дороги буду отливать из скульптурного гипса. Форму для отливки создаю из пенополистирола. Он имеет симпатичную фактуру, которая, на мой взгляд, напоминает поверхность старых железобетонных конструкций. После высыхания гипса последовательно вынимаю пластиковые ограничители и аккуратно достаю деталь. Полученной фактурой я остался более чем доволен. Идеально гладкий торец плит состариваю зубной щеткой, имитируя легкие потертости. Для создания кирпичной кладки укрепления на берегу водоема я использую специальную пену производства АК Интерактив. Этот материал режется крайне легко, а для сглаживания его форм достаточно просто провести пальцем. Эта пена крайне хрупкая. При создании мелкого кирпича прорезь важно делать не глубокой. Вырезаю кладку в два прохода. Сперва делаю неглубокие прорези ножом, а после повторно прохожусь по шву, сглаживая контур кирпича и делая видимую канавку между ними.
Для придания неравномерной фактуры кладки беру породу, которую я добыл на высоте 1864 метра на вершине горы Ушастый камень в массиве Черной горы Украинских Карпат, и просто вдавливаю этот камень в пену. В случайной последовательности разрушаю некоторые из кирпичей. Подобным образом создаю вторую деталь и примеряю их на макете. Макет будет покрываться специальной смесью, имитирующей грунт. Повреждаю гладкую поверхность склона, чтобы эта смесь могла зафиксироваться на пенополистироле. Каменные глыбы также отливаю из скульптурного гипса. Для этого из алюминиевой фольги создаю несколько форм с разной степенью деформации фольги. Зубной щеткой сглаживаю острые грани и придаю камням пористую поверхность. После раскалываю эти глыбы и примеряю их на макете. После примерки и фиксации базовых элементов деталировки приступаю к формированию рельефа диорамы. Для этого делаю смесь папье-маше, а именно отстаиваю бумагу в кипятке до тех пор, пока она станет однородной массой, и добавляю скульптурный гипс. Работать с этой смесью очень удобно. Она быстро сохнет и создает прочную монолитную структуру. Для окраски земли разбавляю акрил с водой и пропитываю грунт разными полупрозрачными оттенками, имитируя на почве светлые и темные участки.
Дорогу асфальтирую готовой смесью от АК Интерактив. В видео о сборке диорамы ЖД вокзал Днепропетровск-Южный я рассказывал, как самостоятельно приготовить такую смесь из подручных средств. Советую для просмотра. В отличие от самодельного асфальта, готовый в своем составе имеет замедлитель высыхания, что позволяет без спешки равномерно распределить его по всей площади дороги. До полного высыхания асфальта толщиной в 3 мм пришлось ждать аж 15 часов. Для справки, самодельный схватывается буквально за 10 минут. И уже по обычаю повреждаю асфальт, имитируя трещины и ямы. Фильтром на основе акриловой краски высветляю асфальт, моделирую запыление колеи и выделяю трещины.
Для изготовления отбойника я соорудил приспособление, которое состоит из основания и двух профилей диаметром 0,5 мм. Центральное углубление формирую линейкой, а две оставшиеся полуволны сгибаю деревянной рукоятью. В качестве ЖД-полотна я использую гибкий рельс фирмы Pika с деревянными шпалами. Перед установкой полотна на макет окрашиваю и состариваю его. Текстуру древесины шпал выделяю техникой сухой кисти. Пигмент от Валеха безупречно справляется с имитацией ржавого налета на рельсах. При установке полотна на макет фиксирую его гвоздями, так, чтобы рельсы шли по дуге, повторяя изгиб макета. После равномерно распределяю балласт серого гравия. Для фиксации балласта опрыскиваю его мыльным раствором воды и пропитываю жидкоразбавленным клеем ПВА. Пока балласт сохнет, приступаю к созданию деревьев. Для этого я использую набор растительности ног, аэрозольный клей, присыпки разных оттенков и крупное сито. Растительность ног имеет мелкую сложную структуру, которая напоминает деревья в миниатюре. Перед поклейкой листвы удаляю лишние ветви, формируя аккуратный контур дерева и примеряю их на макете. После опрыскиваю дерево аэрозольным клеем и равномерно покрываю его листвой. Для разнообразия пород дерева покрываю их разными оттенками листвы.
После высыхания балласта вынимаю гвозди и засыпаю отверстия гравием. Перед поклейкой травы посыпаю грунт разными присыпками фирмы Faller. Засыпаю ямы измельченной фракцией асфальта и камней. Для поклейки травы использую промышленный флокатор, непосредственно флок и клей ПВА. Этот флокатор имеет выходное рабочее напряжение 30 кВт, что полностью покрывает все нужды моделизма. Перед его включением засыпаю флок в бункер, закрываю сеткой и откладываю его в сторону. После равномерно покрываю участки макета клеевым раствором. Особенность работы с промышленным флокатором заключается в том, что оклеиваемая плоскость должна находиться перпендикулярно бункеру флокатора, из которого флок буквально вылетает и приклеивается на макете строго перпендикулярно плоскости, что обеспечивает идеальное соответствие роста натуральной травы. Если по ходу создания этой диорамы у вас возникли вопросы, пишите их в комментариях. Я их все выпишу и сделаю отдельное видео с развернутыми ответами. Излишний флок удаляю пылесосом и приступаю к самому интересному моменту этого проекта – озеленению макета.
О создании таких кустов тростника я подробно рассказывал в видео о рыбаке в лампочке. Последний штрих – очистка головок рельс. В следующий раз я расскажу о сборке и окраске этой модели пазика, который идеально станет на этой диораме. Подпишись, чтобы не пропустить. Благодарю всех, кто досмотрел это видео до конца. До скорых встреч!